Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Всем доброго времени суток, хорошего настроения. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Благодарю. Тема сегодняшнего расклада. Кто вас ревнует и почему? Сегодня мы попытаемся с вами узнать, кто этот человек, который вас ревнует. Это может быть не просто какой-то ваш бывший или настоящий воздыхатель, да, там, любимый или уже не совсем любимый человек. Это может быть подруга ваша, которая говорит: да что-то ты про меня забыла, не вспоминаешь обо мне или редко вспоминаешь. Может ревновать вас там к новому кругу ваших там уже не знаю, знакомых, да, может быть какой-то вашей яркой жизни. Это может быть ваши какие-то родственники, может коллега по работе вас ревновать. Я просто хотела бы это как-то шире, эту тему осветить. Ну и, собственно, мы рассмотрим, почему этот человек вас ревнует. И сначала я сделаю вашу сигнификацию. Если срезонирует, девочки, значит есть смысл, и смотрим дальше. Если вы понимаете, что речь идет не о вас, и вы себя не очень узнаете, да, в сигнификации, то подумайте. Может быть, эта сигнификация соответствует какой-то одной из ваших подруг, может быть, коллеги по работе, да, или подруга Клава. Точно, вот это ее типаж. Значит, мои хорошие, у вас появляется шанс сделать доброе дело и посоветовать этой же подруге Клаве посмотреть этот расклад. Может быть, эта информация, которая в нем прозвучит, будет для нее очень полезной, станет такой палочкой-выручалочкой, или как минимум поднимет настроение. Да? Как-то так. Так, мои хорошие, начинаем, да? Делаем вашу сигнификацию. Вы, пожалуйста, себе думайте. У меня выскакивает карта Белая Ворона. Белая Ворона, которая так бы хотелось найти свою вторую половинку, родственную душу. Не обязательно тут прям любовь любовная, единомышленников может быть, побольше людей, которые бы разделяли ваши взгляды на жизнь, ваши какие-то ценности, да, вот у вас есть какие-то ценности в жизни, он хотел, чтобы люди были одной крови с вами, да, они похожие какие-то взгляды на жизнь, да, были. Так, давайте, какая вы, какая девочка пришла на расклад, какая вы, вау, звездочка. Офигеть, девочки, такие характеристики. Ой, у меня прям что-то со стола прям полетело. А это, знаете, это когда на вас вышла карта подарок, вы подарок, и тут следом вышла карта павлин какой-то. Сейчас смотрю, это вы павлин или это мужчина какой-то? Мне кажется, это как мужчина какой-то выскакивает, как павлин из кустов, говорит: да не такой же она подарок, посмотрите на меня, какой я замечательный, почему у нее глаза завязаны, почему она меня не видит в упор. Я тут круги наворачиваю вокруг ее дома какого-то. Ладно, это я так утрирую. Сейчас специально для чистоты эксперимента посмотрим. Павлин, собственно, этот роскошный, он роскошный, девочки. Это карты, наша творческая студия. Это мой ребенок. Эти карты, она художник, она их придумала, воплотила это все. Это мы все втроем сидели их, собственно, доводили их до кондиции, да, вводили в эксплуатацию их. И успешно я ими пользуюсь. Они такие для меня говорящие. Если кому-то интересна информация, можете приобрести, кстати, колоды карт. Ладно, это такое лирическое отступление. Собственно, вот этот павлин. Это вы, павлин, в этом раскладе? Может быть. Это этот мужчина павлин. Знаете, как так интересно они говорят: вы можете производить это впечатление, вы роскошная, красивая, вам доступны вот эти вот, как вам сказать, так сказать, методы обольщения, способы. Нет, вы можете производить вот это вот шикарное впечатление, вы можете в полной мере владеть навыками, там, уж не знаю, как это сногсшибательно производить это впечатление, как обаять,
как, ну, не то, что там, ну, с ума свести, да, в хорошем смысле, ладно, что-то у меня сегодня с лексиконом не особо. А на этого мужчину вышла карта зелья. Это, знаете, по этой карте, это, по идее, кубок с любовью должен быть, но зелье тут отравленная любовь, тут отравленная, тут само понятие, тут как будто бы суррогат какой-то, фальшивка. Это о чем на этого мужчину? Это о том, что мужчина, ему бы очень хотелось казаться тем, кем он не является. Вот как-то так. Он специально эти перышки как будто бы распускает для того, чтобы привлечь внимание. Но на самом деле, когда ты с ним входишь, можно сказать, поближе в коммуникацию, ты с ним начинаешь общаться, ты понимаешь, что да не такое, что ты тут и суперовский, как ты хочешь показать. Вот тут такое что-то они хотят мне рассказать. Так, ладно, давайте теперь о вас. По карте звезда, девочки, ну, высокая оценка вас. Звезда, в первую очередь, я считаю, интеллект. Человек, у которого есть в жизни какая-то мечта, и он идет за этой мечтой, может быть, даже миссия, предназначение. Он так себя считывает, чувствует такое. Опять-таки, по звезде привлекательная внешность. Но, кстати, внешность такая, вы-то привлекательны, но первое впечатление о вас очень часто может быть у людей, знаете, как будто бы вы холодная, где-то, может быть, даже кто-то считывает вас как корона на голове. Но это абсолютно не соответствует действительности. Почему я так говорю? Потому что по этой карте рядышком прямо ложится карта муза, яркая, вдохновляющая, талантливая, тут летящая такая энергетика. Вы женщина, которая этой энергетикой наполняете людей. Люди любят возле вас находиться, им комфортно возле вас находиться. То есть вот это первое по звезде такое, как будто бы пока, может быть, вы не начинаете общаться, первое впечатление такое, такая она непростая какая-то, ага, цену себе знает, вот так вот как-то. А потом люди, может быть, тут же через там пару секунд понимают, что это как, может быть, ваша защитная маска, реакция какая-то, вот так вот, может быть, для того, чтобы где-то на вытянутую ручку, для того, чтобы вас не обидели, лишний раз там, не знаю, боль не причинили или не попытались манипулировать, использовать. Такое тоже может считываться, но это высокая очень оценка вас. Опять-таки, вот показано вы какой-то подарок. Какой мне уже второй или третий расклад приходит девушка, сигнификация на нее подарок. Так чудно, подарок с небес. Ой, тут тоже такая двойственная информация такая. Вы для какого-то мужчины были подарком, но вполне возможно, по его поведениям, по тем дополнительным картам, которые я бросила, он сам себя считает подарком. Может быть, он даже считает, что он подарок не только для вас, но вообще для многих подарок. А вы почему-то это как в упор не видите, не замечаете. Может быть, ему хотелось бы, с вашей стороны проявлений каких-то более ярких, да, чтобы он понимал, что и вы оцениваете, насколько высоко вы его оцениваете. Но что-то тут так, почему-то мне сейчас дальше показано, что у вас как глазки завязаны, но тут карта депрессии. Я не очень понимаю, почему. Может быть, каким-то образом это не зря вот тут, эту карту он тут выскочил, этот павлин, мужчина. Значит, каким-то образом это связано с вами. Может, это, вернее, с ним. Ваша же сигнификация, да? То есть, может быть, по этим картам, как я вижу, вы как будто бы не видите выхода, карта завязанных глазок, из какой-то ситуации. Может быть, взаимоотношения с ним, вы не видите, как они дальше должны развиваться и во что они могут вылиться. И состояние какое-то, тут по этой депрессии карта, как в коконе каком-то, как закрыты. По большому счету, как будто бы и спросить не у кого, и поддержки особо, мне кажется, именно в вопросе с ним вот связаны. Как будто бы, может быть, даже не можете ни с кем пообщаться. Даже реально не можете как будто бы со стороны посмотреть на ситуацию. Вполне возможно, где-то вот эта вот ситуация с ним связана, а вы как, извините, как внутрь себя
заталкиваете, запихиваете. И вот такое у меня-то ощущение. И вот в этом коконе еще больше внутри все перевариваете. От этого как будто бы глазки лучше на эту проблему не смотрят. Это повязка на глазах так и остается. То есть как будто бы это не выход, вам говорят. Вот, будто бы даже вот эти мысли о нем, о этом мужчине, как-то как будто бы нет. Но на какие-то вопросы, которые вас мучают в связи с вот, появлением в вашей жизни этого мужчины, его проявления какие-то, вот как будто бы ответ на вопросов нет, четких, понятных. Слишком много какого-то тумана, неопределенности, слишком много каких-то двойственных, может быть, поступков с его стороны. Может быть, ситуация сама по себе тоже, если вы не свободны, он не свободен, такие тоже варианты могут быть. Ну, вот тут, ну, в любом случае, мне этого мужчину показывает, что мужчина, который где-то хотел бы от вас большего, тут я не знаю, даже как бы обожания, вот так вот, скажем так. Где-то с вашей стороны ему очень важно видеть, что это он в отношениях, как будто бы вот такой красавчик. А вы тут чуть ли не как будто бы перетягиваете на себя какое-то внимание. Но вы не специально, вы тут как будто бы вы такая есть. Вы не для него, вы не стараетесь там пыль в глаза пустить. Хотя для вас тоже очень важно внимание. Для вас очень важно где-то не сейчас даже, мне кажется, сейчас уже не в такой степени, а раньше, может быть, больше для вас. Вам было важно, вам хотелось где-то, может быть, платьюшко новое выгулять, красивое, там, не знаю, соорудить какую-то прическу интересную на голове. Что-то как-то я одену все лучшее сразу, ладно, я шучу. Ну, как-то красиво так себя нарядить и выгулять. Опять-таки, какие-то взгляды, может быть, мужские на себе словить. Это было, это у вас было, это для вас было важно. А сейчас почему-то как-то что-то по-другому, что-то меняется. Так, вот это на вас о чем это? О, Господи, ты ж, боже мой. Звезда, прям так символично, звезда перевернутая, тут это мечта какая-то. У кого-то, да, не буду тут уже привязывать все к мужчине. Наша жизнь не заканчивается, да, когда мужчина, допустим, в нашей жизни пропадает из нашей жизни, или оказывается, что ну, это не совсем тот мужчина, который вам нужен был, или мне, да, вот тут как будто не будем привязываться. Тут показана какая-то, опять-таки, ситуация, в которую вы попали, может быть, но по большому счету вы не знаете, как из нее выйти. Сущность, замок, расход, звезда. Это о том, что у вас есть какая-то мечта, цель, да, вы к ней идете или прикладываете усилия, но сейчас почему-то могут быть какие-то, ну, препятствия, не препятствия, но тут и материальные могут быть проблемы, карта расхода. Знаете, это как вот пример сейчас приведу, карта замок, скрытое что-то. Вот вы мечтали, допустим, вот мне почему-то мне сразу в голову приходит, наверное, где-то у меня подсознание это есть. Вы мечтали, допустим, магазин цветов, да, ну, цветочный магазин какой-то себе, да, приобрести. Вот хотелось вам, да, и в этой красоте быть, и там, соответственно, радовать людей этими цветочками. И тут вы вроде бы вот как будто бы мечтали, и тут если начали подходить ближе к этой мечте, к вашей, то тут какая-то информация тайная могла всплыть. Да о чем? О том, что, допустим, там элементарно какие-то там поставки этих цветов срываются, договора какие-то у вас были заключены предварительно, да, допустим, или о качестве этих цветов, допустим. Карта сущность. Тут какие-то такие подводные течения вскрываются. Причем это от вас это было раньше закрыто, и тут глазки завязаны. Тут, допустим, по карте расхода вы понимаете, что надо продумывать лучше какой-то свой бизнес-план, там уж какие-то там ваши
расходы превышают доходы. Может быть какой-то форс-мажор по этой карте сущность, да, привезли товар, а он, мягко говоря, не соответствует, да, заявленному в накладной. То есть, я уже не знаю, какие бывают первой, второй, третьей свежести цветы, но это так, я в тему просто говорю, как будто бы какие-то нюансы такие у вас начинают, вы начинаете с этим сталкиваться. Это может любой работы, любого бизнес-проекта касаться. Это может быть даже, ну, тут больше мечта какая-то, вряд ли это о любовной прям сфере. Ну, у кого-то, может быть, опять-таки столкнулись с тем, что проявление партнера какой-то, который для вас желанный был, да, а вы смотрите, ага, он совсем не тот, и не такой, он там белый, пушистый, и не такой, он прям для меня уже в чем-то желанный, как будто бы, но при этом глаза завязаны, и карта вот рядом, вот это говорит о том, что, а что дальше делать, непонятно. Тут у кого-то так, у кого-то приходит время, мне хотелось так пошутить, подумать, а это ли ваша мечта? Может быть, благодаря вот этой информации как-то вы пойдете дальше. Вы не призываю никого отказываться от своей мечты, упаси Господи, но просто, может быть, посмотреть на это под другим углом. Может быть, эта информация вам дана для того, чтобы вы где-то чуть-чуть как-то, может быть, даже обошли вот эту вашу цель, и по факту вы придете к еще какому-то лучшему результату. И ваша мечта станет чуть-чуть иной, но от этого не менее какой-то грандиозной и для вас желанной. Ну, как-то видоизменить или подправить, подкорректировать. Вот тут что-то такое, девочки. Ой. Ладно. Так. Все, не все, похоже, не похоже. Так, это вы. Такой подарочек. Странно мне показывают. Странно говорят, как будто бы вы говорите, не знаю, подарочек или нет, людям и людям виднее, наверное, карта социум. Да, люди так думают, правда, что вы, ну, классная, приятная в общении, вообще замечательный подарок для многих, не обязательно для мужчин, вообще как будто бы приятно в общении, классный человек. Но вы, как будто бы вы сами по карте отшельник стараетесь где-то даже особо не сближаться сейчас. Может быть, меньше доверяете, чем раньше людям. По карте отшельник это какой-то урок вы проходите. Это на мудрость, где-то на в первую очередь на понимание самой себя. Тут, знаете, когда ты ищешь вопросы, ответы на вопросы, а эти ответы, они внутри тебя уже есть. Просто нужно разобраться с самим собой, чего ты хочешь. Тут вот как-то об этом. И при этом все равно идет защита. Вот тут социум посередине, тут карта отшельник ваша. И защита. Защита от этого социума. Как будто бы уже вы не стремитесь, может быть, слишком какое-то шумное компании, времяпровождение какое-то веселое. Скорее всего, даже взгляд на мужчин, какие-то критерии, не знаю, уже там, оценки, какие-то запросы по поводу мужчин у вас тоже меняются. Вот мне так вот идет, как будто бы женщина мудрее, тут не по дням, а по часам. Осознанная уже женщина. Уже точно такие павлины, вы их раскусываете, вы сразу как будто бы делаете себе пометочку и говорите, не-не-не, плавали, знаем, да, что-то такое вот. Иллюзий уже, по-моему, нет. Так, девочки, если резонирует, значит, смотрим дальше. Мои хорошие, хотела попросить вас, подпишитесь, пожалуйста, на канал и лайк поставьте. Это будет благодарность ваша за то, что вы смотрите этот расклад. Да, благодарность мне за то, что я работаю, стараюсь. Но для меня это удовольствие, но все равно спасибо. Да, приступаем к раскладу. Да. А вообще будет для меня прекрасно. И бонус для меня будет, если вы напишите, что вы думаете по поводу этого расклада. Срезонировало, не срезонировало.
Как-то так. Итак, кто же вас ревнует? Что это за человек вас ревнует? И почему он, собственно, вас ревнует? Кто этот человек, кто вас ревнует, который вас ревнует? И почему он вас ревнует? Почему? Делать нечего. Пусть он ревнует кого-то другого. Нет, он вас ревнует. Так, кто этот человек? Почему этот человек вас ревнует? Так, девочки. Кто этот человек и почему он вас ревнует? Так, кто вас ревнует? Что этот человек и почему он вас ревнует? И вот тут вот, что это за человек? Почему этот человек вас ревнует? Так, что это за человек, который вас ревнует? И почему он вас ревнует? Ну, хватит, пожалуй. Так, что это за человек, девочки? Сейчас адрес, фамилию, все узнаем. Так, что это за человек? Интересно. Прям мне так захотелось озвучить: посланник высших сил. Он за вами приглядывает, наблюдает, как будто бы интересуется очень. Ну, тут не сплетни, нет, просто новости о вас какие-то. Вот вы там где-то в социуме, в этом же социуме обитаете, хотя пока за наш социум вас заинтересован. Вы интересная персона для социума. А вы где-то стараетесь это там защищаться, закрываться, по отшельнику уходить, там куда-то уходить куда-то в себя, да, ушла, вернусь не скоро. Ладно, нет, ну тут такое, как будто бы, может быть, вы не так много, как им бы хотелось, о себе рассказываете. Вот тут так. А ему, этому человеку, очень интересная новость. Он как-то, может, от ваших знакомых, тут не близких знакомых, тут через знакомых человек хотел бы эту информацию о вас получать, может, получает. Так, давайте посмотрим, о чем это еще эмоции. Девушка. Кто этот человек? Кто вас ревнует? И что это? Что это? Кто вас ревнует? Такие интересные, до конца не могу понять. Это вас девушка вас ревнует? Эмоции. Ну, это ваша карта вопрошающая. Сцена. Ну, любимая женщина. Не думаю. Ну, давайте на классике я спрошу. Это мужчина или женщина, да? Что за человек вас ревнует? Это мужчина или женщина? Мужчина или женщина? Кто вас ревнует? Мужчина или женщина? Пажик жезлов. Еще лучше пажик кубков. Да что же это такое? Ну, примерно... Ну, вот уже точно. Рыцарь мечей. Конфликтный товарищ. Хорошо. Интересно вообще как-то. Так, этот товарищ, это рыцарь мечей. Вот его характеристика. Да, умный, решительный, такой стремительный, мне прям по этим картам, может вступать в какие-то конфликты, что-то доказывать, там даже не нужно никому ничего доказывать. Такой характер взрывной. Кстати, может строить хорошую карьеру, может, ну, как вариант, этот, когда там, сфера деятельности, да, быть связана с металлом, да, у кого-то это компьютерщик, у кого-то это военный, полиция, у кого-то это доктор даже, ну, такой, ну, не в этом суть. Человек, у которого
с мозгами все в порядке, может замечательную карьеру построить, и ему проще в мужском коллективе. Какой-то такой, какой-то такой. Так, ну, характер не сахар, сразу скажу. Так, вот этот товарищ конфликтный наш. Почему-то мне тут его показали. Тройка кубков, семья. Знаете, как мужчина может быть не свободен, но при этом любит весело проводить время вне семьи, как вариант. Опять-таки, при этом может быть, вот он рыцарь мечей вроде бы, да, такие странные характеристики какие-то. При этом паж жезлов, паж кубков. Вообще у него характеристики, он может быть абсолютно разным каким-то. Вот таким каким-то. И таким, и таким. Пажику жезлов. Мужчина, который, я тут буду больше считывать, что ну, его, знаете, как будто бы он может, такой человек, вовремя сориентироваться и воспользоваться какими-то предоставляющимися ему шансами, возможностями. Вот как-то так. Он может во что-то новое идти, чем-то новым заниматься, над новыми проектами какими-то работать. Ну, еще раз, карта говорящая может быть, кстати, военный или юриспруденция, или что-то такое вот. Ну, карта справедливости, это может быть. Может, в принципе, быть, знаете, как вам сказать, при том, что характер там, да, такой взрывной, конфликтный, при этом может давать какие-то отдельные советы. Или род деятельности опять тоже связан с тем, что он тут как будто бы кому-то дает советы. Вот так может тоже проиграться. Хороший друг, что я могу сказать. В любви, кстати, может проявляться как ребенок. Вот, как будто вы знаете, и карьеру может строить, и я же повторюсь, с интеллектом все в порядке. Справедливый, стремиться к тому, чтобы быть справедливым, да, давайте так вот скажем. Но при этом именно в любовной сфере почему-то мне паж кубков, то есть как будто бы, или может в отношении вас он так как где-то как в роли, как это, друг не друг, как это френдзона, да, какая-то, как говорят. Ну, как будто бы он так как-то себя ведет, этот человек. Вроде бы, может, не переходит эту черту, когда вы не понимаете до конца. Он друг, поклонник. Если он еще и не свободен, вообще не поймешь его каких-то проявлений. Так вот как-то странно может этот человек проявлять себя. То есть, по большому счету, вы можете быть даже в дружеских каких-то отношениях, и вы как будто подозреваете, что ну, я ему нравлюсь, я вижу, что я ему нравлюсь, но он эту черту может не переходить. Вот так вот еще может быть какой-то мужчина. И тут так странно, вот сейчас я буду уточнять, как будто высшие силы, это что, как будто бы его к вам, как будто приглядывает, отправили его приглядывать за вами? Ну, не знаю, вряд ли так, конечно. Да нифига, тут какие-то душевные муки. Это что? Это о чем вообще? Ой. Тут человек за вами наблюдает, и у него душевные муки. Ему почему-то кажется, может быть, в прошлом, девочки, как это так странно, как будто в прошлом, может быть, у вас было состояние, так, это ваше паутина, да, это ваша карта, букет, вы как цветочек какой-то нежный, такой красивый, яркий. В прошлом, как в паутине, вы могли запутаться в какой-то истории, как будто трудно выходили из каких-то, может быть, отношений, как в темнице со связанными руками были, какой-то цветочек этот в темницу посадили. А сейчас почему-то ему кажется, что у вас дороги открываются, где-то вы у вас тут по солнцу. Карта унижения. Это вы? Может быть, в прошлом было какое-то состояние, где он или обесценил, или предал вас. Тоже как вариант, девочки. А сейчас вот карта, это воздух, это как холод. Вы это все закрываете, как будто бы историю. Вы как связаны друг с другом.
привязаны, руки связаны. Ваша карта вопрошающий. Вот идет какая-то ментальная связь. И этот человек все равно, вот рядом вы, не рядом, он как будто бы наблюдает за вами. Наличие третьего фактора в отношениях. Может, вы не свободны, он не свободен, но это все равно ему, по большому счету, как не мешает где-то за вами приглядывать. Как-то странно показали. Я так это считала, что это как высшие силы, вам его привели. Карта княгиня. Ну привели для чего? Для того, чтобы вы где-то, девочки, в этой карте, княгиня, она сродни мне императрица. А императрица я всегда считаю, вот так я читаю, это женщина, которая уважает себя в первую очередь. Она и других уважает, но в первую очередь на ее там шикарные характеристики. Там мамочка заботливая, красивая, роскошная, там урожайная во всех смыслах. Но это женщина, которая уважает себя. И тут карта воительница, другими словами, вот из этих карт сочетания этого человека в вашу жизнь, ну, можно сказать, высшие силы привели для того, чтобы вы где-то вернули к себе, вернули вот каким-то таким образом, может быть, даже через изначальное обесценивание. Может, ради этого мужчины вы готовы были на очень многое, чуть ли не на все. И вполне возможно, человек этого не оценил. Вполне возможно, человек принес вам боль, разочарование. Не говорю, кто тут прав, кто виноват, у всех разные истории. Но цель этого всего в конечном итоге, как будто бы может быть, вот, как от противного, да, или как оттолкнуться от дна и всплыть вверх, да, себя поднять из болота. Карта княгиня, вернуть себе вот это ощущение того, что я себя люблю, я себя уважаю, я себя ценю. Тут воительница — это человек, который, женщина прекрасная, которая держит эмоции свои под контролем и где-то в первую очередь руководствуется интеллектом своим, да, рациональная где-то уже научилась эти рамки, границы выстраивать. И уже с мечом она уже не позволит никому ее обижать. Изначально к себе не подпустит больше каких-то таких мужчин, которые приносят боль и разочарование. Вот тут вот это вот как будто бы главная вот цель. Вот это высшие силы, почему товарища к вам как прислали, подослали. Так, вот товарищи тут вас ревнуют. Опять-таки ваша карта эмоции. Где-то хотелось бы узнать, в отношении кого вы сейчас, может быть, потому что ваша карта, я понимаю, мы считываем товарища, кто он, но тут как будто бы сразу показано, что он очень интересуется там в том социуме, где вы находитесь, в круг знакомых, может, и не очень знакомых. Ему очень интересно ваши эмоции сейчас считать, может быть, даже для себя определиться, может, вы там кому-то испытываете какие-то чувства. Спасибо за то, что вы со мной. До новых встреч. Потому что в отношении него вы охладели. И он это считывает, лед, холод. Он, по крайней мере, считывает так, что вы в нем не заинтересованы. Соответственно, ему бы хотелось понять, а в ком другом вы заинтересованы. Тут как-то так, уже ревность, я уже тут такое просматриваю. Карта ведьма, где-то он вас понимает, женщина загадочная, непрочитанная книга. Какие-то нестандартные реакции вы выдаете, как-то себя так ведете. Как будто бы у него вообще не проясняется в голове ни черта по поводу вас. Наоборот, все туманнее и неопределенней. Так. Дальше мы смотрим. Так, на него. Это он. Это вы. Нет, не вы. Смотрите, сразу уточняю. Карта, сцена, да, лицедейство какое-то тут. Лиса хитрая, и она меняет тысячи этих обличий человеческих лиц. У нее тут маски. И она их меняет. Я спрашиваю на него, это он, я спрашиваю на вас. На вас вышла карта бесплодия. То есть это не вы, это хитрая лиса. То есть я ее убираю в сторону. На него я спрашиваю, хитрая лиса, почему? И он. Он как будто бы человек, который... Так, расходы... Чем это туча? В связи вот
вместе карты читаем, королева воды. Вы для него, ну, были 100% в прошлом, я думаю, были. Может, и сейчас являетесь королевой воды. Это любимая женщина. Это женщина, именно тут по Монаре, она, видите, стоит под проливным дождем. Она роскошная, красивая, но она... Кто ее заставляет стоять под этим дождем? Она сама себя как будто бы добровольно приносит в жертву. Стоит и ждет, пока к ней ее этот любимый мужчина проявится. А если бы женщина изначально себя уважала и любила, она бы не стояла, бы не мокла бы. Она бы как минимум бы или подошла зонт бы, это, хотел сказать, отняла. Да не надо отнимать, просто изначально подошла бы, сказала, какого я тут стою, вообще мерзну, у тебя совесть есть? Или в принципе даже как будто бы вот такой подход жертвенный какой-то. Вот он вот тут как будто бы подсвечивает сочетание этих двух карт, подсвечивает отношение этого мужчины к вам в данном случае. Может быть, мужчина хороший манипулятор. Вот эти вот лица, как будто бы лиса подбирает. То есть он нашел в отношении вас какие-то рычаги управления. Вот эти болевые точечки, где нажимать, где, может быть, мило улыбнуться, для того, чтобы вы дали нужную ему реакцию, для того, чтобы, может быть, вы слишком многого не просили, не претендовали на что-то. Вот тут вот как-то так, вот пока вы такая, как будто бы, пока эта девочка вот так себя ведет, многого не просит, какие-то лишние вопросы не задает, никаких претензий не предъявляет. Опять-таки, никакой там, как вам сказать, не просит прояснить ситуацию, да, не задает неудобных вопросов, все прекрасно, она любимая. И, по крайней мере, я буду ей показывать, что она любимая. Но опять тоже такой подтекст, как будто расходы и как-то сгущаются. Может быть, мужчина не готов в плане, я не буду тут рассказывать, что он жмот, да, не очень красиво все сюда меркантильно переводить, но у кого-то реально это поведение мужское такое его, оно не мужское, ну вот его поведение какое-то такое, смысл этого всего был как будто изначально, он так привык себя вести для того, чтобы даже не давать никаких не даже шансов, никаких не давать реальных надежд, да, женщине, даже не вкладываться материально, потому что это такой подтекст какой-то, как будто бы лишний раз человек подарок не подарит, не позаботится о женщине. Как будто вот такой какой-то подтекст тоже, что мужчина этот в любой момент готов развернуться, уйти, вот по вот этим картам, готов был, да, и если что сказать, а я тебе ничего не обещала, ты сама себе напридумывала, тут что такое, кто тебя заставлял стоять под этим дождем и меня ждать? Я тебе вообще ничего не обещал. Вот что-то такое, вот как будто бы. Опять-таки расходы, тучи, опять, может быть, не готов там даже материально был выстраивать как-то отношения, вкладываться, простраивать их. Может, надолгую, как будто бы там не хотел даже задумываться. Как-то тут так как-то не очень красиво. Ну, вот это одна лиса с этими лицами человеческими чего стоит. Опять-таки показано, что все вот эти его какие-то махинации, манипуляции, вот эта двойственность какая-то в отношении женщины. При этом он ее, может, и считал искренне, что он ее любит. Но какая тут искренность, если тут лиса хитрая. Но это все закончилось по карте гроб. Как будто бы могло закончиться, причем в один момент какой-то. Тут могла то ли женщина, тут поездка какая-то, и карта подсолнух, трудное решение. Может, женщина сама не могла долго принять это решение, да, а тут какая-то то ли ситуация вмешалась, уже не знаю, какое-то стечение обстоятельств. Может, женщина длительное время старалась подстраиваться в него по карте подсолнух. Но вот если так будет, я буду себя вести, то так, значит, он все-таки поймет, насколько я его люблю, насколько он мне дорог, там, траля-ля, все из этой серии. А тут как будто бы в один момент могла, ну вот, принять это трудное для нее решение, все, и они то ли разошлись, то ли тут как-то так, это женщина. Нет, воин, это о чем? На него. И не он. О чем это? Указание.
Тут вообще как будто бы мужчина, знаете, по этой карте подсолнух и зачитания, на самом деле мужчина особо не готов был подстраиваться. Может быть, ситуация какая-то, знаете, дошла до логического завершения, если можно сказать, тогда какой-то этап отношений вот закончен был. Тут как будто бы, может, женщина надеялась, что он наконец-то ради нее хоть что-то сделает, какой-то шаг, вот, как будто бы ради нее тут надежды какие-то были. А мужчина, может быть, как-то давал двойственные такие какие-то знаки, обещания ни о чем-то. И по факту, по карте воин, он разрушил эти отношения. Мне так идет, девочки. И еще мне идет информация, как наказание какое-то, может, за длительное ожидание даже. Может, до женщины дошло, что она в каких-то иллюзиях пребывала, придумала эту какую-то историю себе, а мужчина и не собирался ради нее вообще ничем. Не то, что там жертвовать, даже совершать какие-то поступки. При этом он как-то так двойственно манипулировал, как жонглировал в воздухе. Вот что-то такое. Короче, ситуация какая-то тупиковая. И может, для этого мужчины это в один момент стало как трудным решением. Тут что-то такое, вот какая-то ситуация вот срисована, обрисована. Будто бы вот этот мужчина, он по большому счету особо не был готов ради этой женщины на какие-либо поступки. Тут даже где-то элементарно, даже пойти ей навстречу в чем-то, для него какое-то трудное решение. Я не понимаю, такое какое-то странное отношение, какое-то такое, ну, потребительское, да, где-то вообще о себе и только о себе человек думал. Ну и почему этот человек ревнует? Тут, мне так кажется, он вообще мало чего делал для этой женщины, а все ждал, что она будет для него удобна, она будет приспосабливаться, она как будто бы, чуть ли не обязана. Ну, как априори воспринимал, что а что она должна? А с чего это она должна? Ой, так, давайте. Почему этот товарищ ревнует вас? Ох, сплетни, боже мой. Вы посмотрите, что творится. Какие-то сплетни о том, что может в вашей жизни тут какие-то, даже да не то, что не страсть, не секс, а о том, что в вашей жизни может быть тут как нежные чувства зарождаются. Это может быть даже какой-то мужчина ему сказал о вас, просто что вы какая-то такая интересная, как-то так нежно о вас отозвался, без какой-то там пошлятины, без каких-то подтекстов, просто как-то о вас так классно отозвался, что его так ёкнуло сердечко, что-то ему это не понравилось, вот этому товарищу, который вас ревнует. А знаете, что сказали про вас, что вы прям ангел вы. Вы та женщина, которая карта противоядия и сердца, боже мой, услада глаз моих, да, хотела сказать. Вот тут ревность прям, выскочила карта. Ну, прям их мы читаем. Так, почему ревнует вас? Тут еще раз карта ревность, да, вышла. Так, товарищ вас ревнует. Ага, все ясно. Так, кто-то, я думаю, это мужчина какой-то, сказал, вы прям, тут такая, может, это как ваша характеристика, что вы такая нежная, прекрасная, распрекрасная, ангелочек какой-то, может, о вашей внешности, но это больше даже не о внешности, а о тех качествах, которыми вы обладаете. И в том контексте карта сердца, тут у вас открытое сердце, вы добрый какой-то такой чуткий человечек. Но тут еще такой взгляд на вас, как на женщину, что вы чувственная женщина, создана для любви. Противоядие — это женщина, которая в прямом смысле может излечить любого человека. Для любого мужчины это просто как, не знаю, прикладывая вас как к ране, да. Ладно, вы поняли, я шучу. Ну, а почему нет? Да? Ну, лучше не надо, конечно. Тут женщина, которая обладает каким-то волшебством. Видите, какой флакончик красивый. Мне так эта карта нравится. Такой флакончик волшебный, красивый. Написано противоядие. То есть вы умеете где-то даже сердца исцелять. Может, добрым словом, может, взглядом своим, может быть, даже
ну, как-то вы вот, ну, умеете, волшебница. Ну, вот какая-то характеристика вас, вот такая вот, тут так вот высшая степень похвалы ваша. И при этом, я же говорю, нет какого-то вот этого подтекста такого, знаете, ну, что вы просто вот сексуальный объект. Нет, тут намного глубже в плане душа. Тут как-то так вас оценил кто-то, какой-то мужчина, мне так кажется, вас такую характеристику вам дал. Вау, и вот эти вот ему какие-то, может быть, дальше это могли как-то перекрутить эти слова. Вот сплетницы какие-то, это рассказали этому товарищу. Товарища ревность, видите, тут сжимается, ой, мужская рука сжимает эту розу какую-то, тут прям шипы и прям, ну, сами понимаете, готов эту розу сломать. Вот это у вашего товарища этот приступ ревности какой-то накрыл его. Понимание того, что у вас свой путь, своя дорога, то есть и выбор вы можете, соответственно, делать и не в его сторону, и других мужчин вы замечаете. А ощущение того, что вы от него уже упорхнули. По десятке воздуха, десятки мечей — это состояние, когда как будто в него 1000 этих мечей загнали, воткнули. Ну, прибили его, как будто бы, да, и он только все, что ему остается, это смотреть, как женщина на частном каком-то, на этом вертолете прилетел волшебник какой-то и забрал вас, а вы тут упорхнули, как птица, у него прямо из-под носа. И все, чему оставили, туфельку свою какую-то. Вот смотрите, такой ошеломленный смотрит вам вслед и говорит: в смысле я ее потерял? В смысле она уже не моя? Как это? Куда она? А как она? Она еще... Она свой путь выбрала, и вот на этом пути уже меня нет, мы уже не пересечемся. Ну, дьявол. Тут уже у нас у человека дьявол и расставание, и наблюдение, и карта господин. Тут, знаете, ну, даже не сколько любовная история, почему ревнуют. А тут девочки по дьяволу, это не очень хорошее. Это какая-то злость, ревность, зависть, может, потому что вы свободны, может, потому что понимаешь, что выбор есть, ему кажется так. При этом карта расставания, может быть, не готов был человек к тому, что там вы расстанетесь, и у вас все будет хорошо, да? Может, он другие сценарии рассматривал, думал, что вы будете там убиваться, волосы на себя, пока все не вырвете, не успокоитесь. А тут как-то он так как будто наблюдает за вами и, получается, говорит: не понял, я же господин, я должен быть господином. Вот ревность. Почему она упорхнула? Почему она куда-то тут от меня ускользает? Как это она выбрала свой путь? А кто ей разрешил? А где это разрешение? Я не подписывал. Такое что-то. Вот наблюдение за вами постоянно сквозь эту замочную скважину. Вы там как этот белый пушистый кроличек, тут какой-то, ну я утрирую, там скачете, а он там наблюдает. Он говорит: когда она меня признает своим господином, когда она по-другому будет себя вести. Тут что-то такое прям даже смешно чуть-чуть. Человек мог принять решение расстаться с вами, мог приложить массу усилий для того, чтобы испортить эти отношения. Мог и уйти, мог подвести ситуацию к тому, что вы плюнули, мягко говоря, развернулись, хлопнули дверь и ушли. И при этом по дьяволу, опять-таки, и тогда проявления были, мягко говоря, не очень, тут и манипуляции, все, что хочешь. И сейчас реакции какие-то, это не любви, это больше как ощущение уязвленного самолюбия, ощущение того, что ко мне должны на вы шепотом, я же господин. Она же должна показывать какое-то, не знаю, почтение, обожание. А я этого не получаю от нее. Ну, офигеть. Все пошло как-то не так, как я планировал. Ну, короче, ощущение такое, что вы, мягко говоря, улетели на каком-то вертолете и сейчас живете своей яркой, наполненной какой-то насыщенной жизнью. Вообще без привязки к нему, без оглядки на него. Как-то так, девочки. Ох, еще тут высокая ваша оценка. Какие-то мужчины на вас смотрят и видят не просто какой-то объект там, ну, сексуального вожделения, обожания, а тут ваши качества оценивают. Может, внешность ваша. Тут все вместе. Вот как-то так.
Высокая оценка о вас. Да, и тут ему не очень это нравится. Понятно, ревность. Ладно, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.